этом видео вы узнаете про аромат, который стоит очень мало, но пахнет просто великолепно. Всем привет! Сегодня буду вам рассказывать про свою любимую коллекцию ароматов, а также ухода. И начну с главного, это уход за кутикулами. У одной девушки прекрасно узнала, что она носит в сумочке масло для кутикул. До этого масло для кутикул использовалось только в салоне красоты, и я им, честно сказать, даже если приобретала, то не пользовалась каждый день. И вот одно из последних приобретений — бренд Milf, сухое масло, укрепляющее для ногтей с шиммером. Запах маршмеллоу. Очень красивый у него цвет с блестками. Впитывается и не оставляет в принципе следов. Вот наношу, продлевает маникюр. И в целом очень красиво, ухоженно смотрятся ногти. Дальше, чем я хочу с вами поделиться, давайте, наверное, начнем с летнего такого аромата. Аромат для меня отдыха. Когда вы ездите куда-то или летаете, в основном, если вы приезжаете в аэропорт, вы всегда замечали женщин ухоженных, красивых. Мне так хотелось аромат отпуска. Только отпуск не в том понятии, что морской аромат, а именно запах ухоженной женщины. Ван Клиф, Калифорния Ривьера. У меня он куплен года 3-4 назад. Так выглядит. Очень красивое у него здесь оформление. Дорогое красивое стекло. Распыление хорошее. И крышечка не магнитная, но до щелчка. Аромат чистоты и ухоженного тела. Здесь есть нейроли, и я чувствую жасмин. Для меня он такой нежный, звонкий, чистый. Бывают ароматы чистоты в плане морского бриза или запаха озонового воздуха. Калифорния Ривьера, белоцветочный цитрус. Здесь есть мандарин, и я чувствую ноты жасмина. Один из немногих ароматов, где половину я полностью использовала. В настоящий момент я им не пользуюсь, но когда мне хочется вспомнить, что такое отпуск, и погрузиться в эту атмосферу путешествия, я всегда им пользуюсь. И вообще вся линейка Ван Клиф мне очень нравится, особенно еще Moonlight Patchouli, который немного напоминает Tom Ford черную орхидею Black Orchid. Ваниль Орхид, очень вкусный аромат, и Precious Oud. Precious Oud — это просто ощущение, что ты пришел в магазин Zara на пике его популярности. Так как сейчас наступают горячие дни, мы начнем с аромата Creed Aventus. Такой красавчик. У оригинала здесь полностью ровная этикетка. Если она выступает за грани, знаете, что это, скорее всего, подделка. У меня вот такое дно. Почему-то крышка у меня треснула. Очень люблю его. С ним история такова, что я услышала Creed Aventus на мужчине. Я его спросила, что это за аромат. Мне он так понравился. Я думаю, боже мой, это же просто... Он чем-то для меня похож в плане вот восприятия. То есть для меня это такой свежая водичка. Свежая водичка, при этом дорогая водичка, судя по ощущениям, когда ты носишь. Здесь мы чувствуем сразу яблоко зеленое, бергамот, лимон и розовый перец. На самом деле здесь все перекликается, каких-то нот сразу я вычленить не могу, но точно бергамот здесь солирует, это 100%, и лимон. Ой, ну он такой женственный. В общем, для меня это просто женская версия мужского Авентуса. Мужская версия Авентуса была заказана мной в виде от Левант. Я поняла, что это реально для мужчин, это мужской аромат, поэтому я попробовала сначала в пробнике и купила себе целый флакон. Знаю, что очень много девчонок таких красивых пользуются этим ароматом, но мне в какой-то момент он надоел. Дело в том, что близкий мне человек, когда я первый раз им надушилась, в его присутствии, он мне сказал, что от меня пахнет потом, но такого не было замечено. Но в следующий раз он мне сказал, что это очень вкусный аромат, чем от тебя так вкусно пахнет. Я подумала, боже мой, но в прошлый раз было потом, а сегодня что тебе, по твоему мнению? Реальное ощущение дорогого, качественного аромата. Стоит он своих денег? Стоит. Покупать? Не знаю. Я его покупала в свое время совсем за другую цену, которую сейчас за него просят. Примерно за 5 лет повысился в 2 раза ценник, поэтому... Я бы на вашем месте попробовала в виде от Леванты. Creed Aventus мне очень нравится носить весной. Обожаю его носить в дождь. У меня такая ассоциация, потому что купила я его весной, когда у меня начиналась новая жизнь. Новая жизнь и дорогой парфюм. Тогда он стоил 1015. Все началось с баттера для тела. Франгипани, Лотос Франгипани. У Ксении Шипиловой. Вы, наверное, ее знаете. Она говорила, что это запах девушки, которая выходит из хамама. У меня достаточно старенькая баночка, я ее храню в морозилке, потому что
Почему-то заметила, что если хранить в ванной, запах меняется и может немножко подванивать. Ну, в общем, я остановила этот процесс, пахнет франгипаник, рассказываю. На влажное тело обязательно, только влажное тело, не делайте, как я в самом начале, на влажное тело наносите, растираете в руках. Сама консистенция, давайте я вам покажу. Такая вот консистенция, вы ее растираете в руках. Почему-то мало блогеров рассказывают вообще. Она такая крупинками, но в руках тает. Кожа увлажняется, запах распределяете по всему телу. Запах на весь день. Масло не впитывается сразу, поэтому я советую на влажное тело. Я по своему незнанию как делала? Наносила просто после душа на сухое тело, распределяла, втирала вот так вот в кожу эти гранулки, пока они не растворятся. В общем, силушки много вы потратите. В составе масла ши и пахнет реально вот цветами франгипани. Цветочный аромат, как после хамама. Наносите на влажную кожу после душа, растираете, она хорошо пойдет. И спустя время можете надевать одежду. А так как это баттер, то есть это не лосьон, он впитывается достаточно долго. Видите, какая сразу у меня блестящая кожа. Вот здесь не так много, вот здесь прям я нанесла. И я, в общем, наносила в спортзал данное масло, чтобы вкусно пахнуть, при этом не духами. Потом одежда очень вкусно пахнет. Пахнет просто несколько дней. В Золотом Яблоке мне попалась девушка-консультант, она помогла мне попробовать вот этот вот лосьон для тела. Называется он Ambra Musk Santal. Данный лосьон я купила себе потом в миниатюре. Я думала просто, какой мне аромат... Ой, вот он. Такой вот темненький. Лосьон именно. Хорошо впитывается. Для меня проблема всех лосьонов Sultan de Saba, что они мне пахнут белым мылом, который вот французское бывает. Может быть, когда-нибудь пробовали. Белое хозяйственное мыло. Здесь чувствуется сандаловое дерево. Кожа, видите, какая напитанная, красивая. Хотела себе вместо известного вот крема Аюрведик от Sultan de Saba. Хотела себе купить какой-то новый. Давайте теперь про... Значит, это новая версия, как вы все уже знаете. Ambra Musk Patchouli. Вот такого вот цвета. Будете пахнуть выпечкой. И, скорее всего, здесь больше ванили, судя по запаху. После того, как был приобретен мною лотос франгипани в виде масла, я поняла, что я не хочу масла, я хочу какой-нибудь более легкий продукт, который не будет оставлять липкости, не будет долго впитываться. И тогда вот как раз приобрела Ambra Vanille Patchouli, потому что про него все говорили. Запах убийственный. Реально надо его чуть-чуть, я об этом не знала. Но потом мне одна девушка знакомая рассказала, что ее подружка, они собирались в Москву, намазалась все тело, и, в общем, моя знакомая чуть не умерла от этого запаха, потому что, оказывается, вот эта амбра, ваниль, они настолько насыщенные, что достаточно чуть-чуть, но она намазала все тело. Ловите мой лайфхак, как сделать так, чтобы ваша амбра, ваниль, пачули пахла вкусно, но при этом не приторно. Покупайте вот такой La Roche-Posay, Lipikar. Он у меня уже закончился, у него вот такой вот цвет белый. Сейчас я вам покажу. Значит, берете его. Он вот такой вот белый. Немножко Sultan de Saba. Немножко буквально, да? И все, и смешиваете. И получается, у вас кожа увлажнена, запах есть, при этом расход у вас Sultan de Saba будет меньше, но самое главное, что этого ядерного аромата уже не будет. И все, и распределяете по всему телу. Это мой лайфхак. А еще я сделала так, что в отопительный сезон это мое спасение. Пока я ничего лучше не нашла, мне нравится, как он впитывается. Баночку, правда, потом приходится разрезать. Дело в том, что дозатор, он почему-то спустя время не достает, приходится разрезать. Вот прям разрезаете, оставляете, чтобы потом сверху закрыть вот этой верхней частью, и при этом, чтобы он у вас не высох. И вот на отопительный сезон после душа обязательно Lipikar я наношу. И можно капельку Sultan de Saba. Что я делаю? Lipikar мы наносим снизу до верху, а верх миксую вместе с Sultan de Saba. Потому что низ все равно у вас никто ночью не будет чувствовать,
а сверху вам Этого красавца я на ночь не наношу, потому что он очень ядерный. Я вам не советую его пользоваться в помещении закрытом. Пожалуйста, на свежий воздух. Ну, восточный, да, вкусный, согласна. Короче, следующая остановка. Что же я сделала, когда я поняла, что хочу этот запах, но не хочу пользоваться кремом, потому что у меня есть вот этот, мне его достаточно, он почти никак не пахнет, пахнет просто немножко уходовым таким кремом, то есть он нейтральный, что мне нравится, то есть я его могу смешивать. И тогда, после того, как я поняла, что я хочу духи с этим ароматом, мной был приобретен 50 мл вот таких духов, флакон. Кстати, вот вам лайфхак, значит, рассказываю. Здесь на дне флакона написана цифра 22, да, то есть на самом деле это 22 год. Ранний флакон был мной приобретен. Давайте посмотрим, какие здесь цифры. 2019 года. Отличаются упаковкой. Здесь 50 мл, здесь 100 мл. Давайте сравним эти два аромата. Это запястье мы нанесем 100 мл, на левое запястье мы нанесем 50 мл. Давайте нюхать. Итак, здесь я сразу чувствую камфору. Бергамот, пачули, ваниль, бобы тонка. А вот здесь я уже чувствую больше ванили. Если вам нравятся ноты камфоры, я вам советую вот такой флакон. Это уже более современный флакон 22 года, как вы видите. Вот. А вот 19-го и, по-моему, 20-го я еще видела, что еще они такие старенькие. Если вот этот более серьезный, и по моим ощущениям он более старой школы, то этот более современный для девчачий. Крышка мне не нравится. Вот здесь она сидит плотно, а вот это вот, смотрите, вот она просто крутится. Никак не на магните, просто пластик. Здесь просто аюрведик, а вот здесь не написано, что это аюрведик. Давайте посмотрим на флакон. На флаконе тоже не написано. По составу более старый флакон 19 года 78%. И здесь тоже 78%. На флаконе на дне есть цифра, здесь 4, а здесь у меня 2. Ароматы подделывают, но лучше покупать в проверенных местах. Я вообще люблю покупать старенькие флаконы, потому что на мой вкус и нос они более отстоявшиеся и вкусные. Ну а кто дошел до самого конца, сейчас я с вами поделюсь ароматом находкой. Моя близкая женщина услышала данный аромат на девушке. Она спросила у нее, что это за аромат, и та ей назвала бренд и название. Сходила потестить этот аромат, убедиться, что это именно он. Да, это был он, и она мне рассказала про это с таким вот, типа, это такой шлейф, это так вкусно, это так классно. Я запомнила это, потому что я люблю дарить подарки своим близким. И в следующий раз, когда еще раз мне это напомнили об этом, и так получилось, что был день рождения моего близкого человека, я решила подарить. Сделала заказ, на мое удивление, можно было сразу его получить в этом же магазине. А дело в том, что он пропадал какое-то время, то есть это разница где-то, наверное, год. То есть год назад мне первый раз о нем сказали, когда мне рассказали про него второй раз, и вот эти эмоции, которые вы чувствуете от человека, вы понимаете, что это его. Вы офигеете от этой цены, я была сама в шоке. Хочу с вами просто поделиться, если вы любите аромат Tom Ford Lost Cherry, если вы любите направление вишни, если вы хотите аромат с нотами миндаля. Короче, это моя находка. Точнее, это не моя находка, это, я приобрела и стала в том числе находкой. Та-дам! Называется сода черри. Давайте мы его откроем. Здесь нас ждет. Опа! И блестки. Ой, почему-то распыление странное, но вроде было нормально. Ну ладно. Боже мой. В общем, на удивление, данный аромат сода черри шлейфовый, стойкий весь день. Представляете, вот в 6 утра обладательница нанесла его, и до самого вечера мы его чувствуем. Миндаль и вишня. Вот что я здесь слышу на протяжении всего дня. И знаете, вот если Lost Cherry, он густой, то этот аромат — это вишневая косточка. Это варенье из вишневой косточки. Он идет больше для подростков и детей, но я вам с уверенностью могу сказать, что вы, как взрослый человек, можете купить себе его и просто радоваться. Дело в том, что здесь находятся вот такие блестки.
И я предполагаю, что можно просто снять вот эту крышечку, если она снимается. Кулик вставлять в какой-нибудь другой отливант, пропшикивать водой, потому что он забивается этими блестками. Если вы придете в известную сеть и посмотрите, там уже все забито. То есть невозможно было попользоваться. Зачем они это сделали, я не знаю. Но запах. Вот он прям пахнет дорого, реально дорого. То есть я бы за него 6-8 тысяч 100% отдала. Короче, бегите. Цена его всего 1600-1500 на скидке где-то. Он еще такой шлейфовый. Вы когда идете сзади, вам хочется улыбаться в восторге. Там есть еще один аромат, насколько я помню. Мармешлоу, что ли. Он мне не очень понравился. Потом, по-моему, там есть ваниль и жасмин. И вот эти ароматы, они такие своеобразные, надо их тестить, а какие-то уже тоже опять забились, и невозможно было их потестить. Скажите, если вы брали, мне интересно, понравится он вам или нет. В общем, вот знаете, бывают, например, масляные духи, да, стойкие, которые повторяют аналогами, являются известных брендов. Так вот это гораздо лучше масляных духов, потому что они не густые. И, насколько я знаю, 1-2 пшика вам будет достаточно на весь день. Очень стойкий, правда. Вот вам такой сюрприз. Я попросила, чтобы мне дали вам показать. Ну все, я вас жду на своем канале Лебедева Ирина. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.